Мне принесли новую деталь. Надо выставляться. Я нахожусь в 22 нуле, и у меня система координат развернута. Надо сбросить разворот. Заходим в таблицу нулей и убираем разворот. Разворота нет. 22 ноль. Еще раз проверяем. Разворота нет. Это список нулей, которые мы можем вызвать в работу циклом 247. Вызов цикла. Это можно сделать в программе. Вот у меня тут есть. Можно еще один вызвать. Вызов цикла. Координаты трансфер. Вот 247. Раз деталь, два деталь, три деталь. Этот цикл вызывает нужный ноль. Забиваем его и выбираем 0. 21. Отработаем. 21 0. Видите, он тоже развороченный. Сделаем обратно. И у него уберем разворот. 0. Чанги датум. 0. Enter. Enter. Выход. Надо его отработать, чтобы он вышел. Активаты. Вот, пропал. Все. Начинаем выставлять деталь. Бросили, закрепили на стол, выставили параллельность по X. Теперь находим середину детали, используя цикл серединки. Сначала найдем по X. Запишем первую точку, коснулись инструментом. Переводим на вторую точку по X. Перевели, записали вторую точку. Вот он нам нашел. Общее расстояние 33, пополам ее разделил, прибавил или отнял от предыдущей и последней. Координаты в современном нуле, в 21 32 875. Это координата, которой соответствует середина. Он нашел середину, и это у нас, например, 0. Центр детали. Забиваем 0. Это тот 0, куда его можно запихнуть. Ну, обычно в первом нуле записывают. Но в первый 0 записывают вот Entry in Preset Table. Это кнопка. Но еще куча нулей будет. Y, Z. И каждую записывать не будем. Значит, пока воспользуем Set. Ставим. И мы уже в мануальном нуле. В таблице пресетов это нулевой 0. And. Вот, нас он бросил в мануальный. Нулевой 0. В таблице мы его заменить не можем. Мы на него можем выйти только при начале установки с какого-то нуля. Ну или через сеттинги. Сейчас мы будем сеттинги делать, и он через сеттинги будет здесь записывать значения. X мы уже записали. Теперь запишем Y. Запишем Y первую точку, перевели инструмент на вторую точку, коснулись детали и сейчас переведем по Y. Так, у меня на X стоит, сейчас на Y поставим. Поставили на X, на Y. И записываем вторую точку. Вот он ее поделил. И мы ее записываем в set datum в 0. В нулевой 0. Мануальный. End. Конец. Осталось только еще перевести точку Z.
То у нас тут Z41. Ну ее чуть-чуть, например, вниз берем. И тоже запишем. Через обычный сеттинг. Вот он, set datum. Z будет 0. Окей. Заходим в таблицу нулей. Вот наши новые значения. Мне уже несут вторую деталь. Надо срочно ее ставить. Если мы будем ее устанавливать, то у нас этот 0 изменится. Надо этот 0 перенести в другой. У нас первая деталь, перенесем в первый 0. Что хорошо в таблице, тут можно обозначить название нуля. Part 1. Деталь номер 1. И теперь надо эти значения перенести в эту строку. Берем change, сохраняем в ней активный 0. Активный 0 это был красный. Мы можем активировать первый 0 здесь. Он стал синим. Теперь мы этот 0 можем перенести в любой другой. Выбираем данные, выбираем 0 и сохраняем активный в этом нуле. Все три координаты переписались. Нам принесли вторую деталь. Мы вышли в точку. Например, это патрон. Вышли мы на его точку. По X, по Y. Ну и по Z, как будто бы уткнулись в него. Вышли в точку. Теперь можно обнулиться через сеттинг Z0. Теперь Y0. X0. Теперь эти все нули у нас в мануале. Заходим. Вот эти наши нули. Новые. Не ну да, нули осей. Зашли. Это вторая деталь. Переносим во вторую деталь. Активируем. Ну все. Активировали. Нам несут третью деталь. То же самое подводим точку. Будем выставлять из середины. Ну, например, нам нужно не середина детали, а край детали. Через пробинг выбираем, значит, середину. Первая точка есть. Смещаем по X. Вторая точка. И наша середина, например, имеет координату не 0, а 25. 25. Set datum. Все, это записали мы в мануале. Второй 0, где мы переписали деталь, не поврежден. Как был, так и остался. Нас сразу бросил в мануальный 0. Мы записали X. То же самое проделываем по Y. Записываем первую точку. Так, Y надо смещать. Записываем, смещаем по Y. Записываем вторую точку. Он ее поделил. И у нас Y, ну, например, тоже 25 будет. 25. Записываем. Z не будем трогать.
оставим старый. Все, третью деталь выставили. Ну, надо переписать ее в третий ноль. Выбрать данные и сохранить активные. Теперь у меня осталось 3 нуля. Фломастером на каждой детальке нарисую номер нуля, чтобы все время об этом помнить. Третью деталь я обкатал, и у меня получилось немножко с одной стороны не хватает припуску. Значит, деталь надо сместить в какую-либо сторону, в x, на миллиметр примерно. Выбираем x и correct the datum. И на миллиметр. Это у меня x. И вот 44. Он у меня в плюсе. Если я 0 смещу на 1 миллиметр, то здесь должно быть 43,2. Окей. 43,2. Вот я подправил. Теперь, если я прогоню по детали, то я думаю, она уже отцентрируется. Если я нахожусь в точке известной, я тут могу вместо сеттингов использовать вот эту кнопку, не переходя в другой режим. Ручной режим. Ручной режим и сет. Set датум не хочу использовать. Можно зайти в менеджмент, я в 5, и использовать кнопку Enter Datum Again. Теперь у меня, например, X. Перевожу сюда. И новые значения. Я знаю, что эта точка имеет координаты 100 по X. Окей. По Y она у меня имеет координаты 50. Окей. Вот 50. И Z имеет координаты 10, например. 10. Окей. Все. Я обнулил пятый ноль. Видите? В пятом нуле нахожусь, и пятый ноль я уже сделал. Никуда не прыгая в нуль этот нулевой, мануальный. Прям здесь все сделал. С нулем это не пройдет. С нулевым, с установочным нулем это не проходит. Потому что он красный. Можно 0 находить и по отверстию, используя или индикатор, или 3D тестер. Тут есть 4 точки, но их не обязательно брать плюс-минус, плюс-минус. Их можно брать вот так вот. Синий это обычно. Плюс-минус, плюс-минус. Но можно брать и тот, так 4 точки. Он тоже высчитает. Можно брать и 3 точки. Только на последней точке сделать двойной съем координат. Это вот эта штука. Раз и два. Он тогда просто 2 точки сольет и все равно посчитает. Я еще забыл выставить 1,0 для замера инструмента. Я обычно 25 делаю. Table, стол. X, Y это координаты там, где удобно мерить инструмент, а Z это поверхность стола. Наш стол подвели шпиндель, замерили его соточкой и забили Z равен 100. И он нам покажет длину инструмента. Если мы будем мерить с учетом плитки, надо не забыть эту плитку отнять. И забить инструмент можно через калькулятор. На калькуляторе мы могли отнять и получить размер, например, 99. Подгоняем под длину. Калькулятор 99 и перенос. Ольга Федоровна, привет.
Всем удачи!